Издание МК в Дагестане сообщает, что заместитель директора Национального музея Дагестана имени Тахо Гади, профессор, автор десятков монографий Хаджи Мурад Данаго, освобожден от своей должности. Дело в том, что на профессора пожаловалась общественная организация Ассоциация ветеранов сил специального назначения. Письмо жалобы было адресовано главе Республики Дагестан Сергею Меликову. По мнению ветеранов, вся деятельность историка направлена на обострение межнациональных отношений. Жалобщики подчеркнули, что на протяжении многих лет Данаго посещает Турцию, Грузию, Азербайджан, где участвует в научных конференциях, проводимых организациями, якобы ведущими антироссийскую политику и способствующими сепаратизму на Северном Кавказе. Ветераны настаивали на ограничении общественной деятельности профессора. Сам Данаго сообщил, что его попросили уйти с должности после давления на руководство музея. Руководство музея меня поставило перед фактом. Надо уйти с работы и все. Но это не инициатива директора музея. Я был на хорошем счету, и он меня очень ценил. Но сверху надавили, и он вынужден был. Разбираться, что, как и почему не стали, сразу приняли решение и от меня быстро избавились. Директор Национального музея Дагестана имени Тахо Гади Пахрудин Магомедов не стал комментировать эту информацию, заявив, что профессор написал заявление по собственному желанию. Сам факт того, что по жалобе малоизвестной общественной организации может быть уволен такого уровня ученый, как Хаджи Мурад Данаго, вызывает опасения общественности и научной интеллигенции. Не приводится ни одного факта нарушения ученым законодательства Российской Федерации. Если и участвовал Хаджи Мурад в каких-либо мероприятиях, оценку этому должно было дать руководство музея или вышестоящий орган, а не организация, не имеющая никакого отношения к региону. Если каждого историка, констатирующего исторические факты, будут обвинять в якобы обострении межнациональных отношений, перспектива этих самых отношений выглядит весьма туманной. Хаджи Мурад Данаго известен как самый лучший биограф имама Шамиля и знаток истории Кавказской войны. Не было ни одного известного случая, когда кто-либо из научной среды позволил себе поставить под сомнение его исследования. Спасибо, дорогой зритель, за твой лайк и комментарий. Это очень важно. Если у тебя есть возможность, смотри нас через VPN-сервис. Реклама поможет монетизировать наш контент.